Сегодня взбесились, озверели и пытались прорваться в землянку любыми способами. На этих бытваре я с удовольствием выкупил лицензию на отстрел. До минус 23 градусов морозу. Если честно, я не вижу проблемы с заготовкой дров, когда выпадет снег. Ну и уже практически по традиции анекдот в тему. Вот так получилось прибить войлок. Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодняшней ночью я практически не спал. Все потому, что мыши сегодня взбесились, озверели и пытались прорваться в землянку любыми способами. Со всех сторон стоял сумасшедший скрежет. Они шкреблись, пытались прогрызть баннер, бревна. Пока внутри замечены не были, но я думаю, что это дело времени. И все это говорит о том, что грядут сильные морозы, и они пытаются найти себе теплое местечко. Ночью шел мокрый снег, сейчас уже подтаял, но наверху, на пригорках, еще видно оставшийся снежок. Там, видимо, ветер сильнее продувает, почва охлаждается, и он не так быстро тает. Ну а на водоеме тоже поменялся ветер. Стал дуть северный, но уже не такой сильный, не так штормит. Но северный ветер тоже, как правило, приносит холода. Поэтому я сегодня хотел заняться работами с камнем, потому что, опять же, по прогнозу, но через 3-4 дня обещают до минус 23 градусов морозу. Поэтому, пока это все не замерзло, есть возможность заготовить камни и речной песок с ракушкой. Поэтому я хочу сегодня этим и заняться. Ну а по поводу того, что многие пишут, что необходимо заготовить побольше дров на всю зиму, но не хватает сейчас на все времени сразу. В принципе, очень много бревен лежит вверху, которые можно даже зимой без проблем нарезать. Снегом их полностью не покроет. Я думаю, что всегда найду какие-то бревна, висящие такие в воздухе. Ну, вот типа этого. Таких, в принципе, очень много. И по оврагу много, которые упали на овраг. И вот так прямо сверху они лежат. В общем, не знаю, если честно, я не вижу проблемы с заготовкой дров, когда выпадет снег. Поэтому, пока позволяет погода, буду заниматься работой с камнем и глиной. Ну, а дрова немного подождут. Ну а прежде чем заняться обкладкой дымохода камнем, я решил сделать полочку над рукомойником для емкости для него, для воды. Ну а для того, чтобы сделать полочку, мне нужно было выбрать из этих щитов какой-то один из них, чтобы мне хватило и на быльца для лежанки. Вот, соответственно, пришлось все это дело разобрать. Чтобы вытащить щиты, мне пришлось снять полочку. В общем, разобрал здесь полностью. Ну а коль уж разобрал, то чтобы не делать двойную работу, наверное, обобью я это все дело войлоком сегодня. Сначала закреплю обрешетку и на нее уже буду прибивать степлером ткань войлочную. Ну а дальше уже займусь камнем. Да, еще я вспомнил, что когда-то слышал, что мыши очень не любят древесную золу. Ну и пока здесь все разобрано, я попросыпаю золой там, где это возможно, между бревнами, по периметру кровати, прежде чем все это обратно зашить. Надеюсь, что этот способ действительно рабочий и поможет мне, потому что спать невозможно с таким шорохом постоянным. Ну и потом, соответственно, днем уже работа не так продвигается, потому что все время хочется прилечь, а прилечь нельзя, потому что световой день очень короткий и надо работать, а спать нужно ночью. А если кто-то знает какие-то рабочие действенные способы, как избавиться от мышей, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что такие шумные соседи мне совсем не нравятся. Заранее спасибо. Из брусочков я собрал вот такой каркас для крепления панелей. Проверил ровной речкой по плоскости. Ну и, собственно, буду сейчас закреплять щиты, которые будут служить быльцем для лежанки.
Я вырезал и закрепил панели из ДСП, а теперь займусь брусками для крепления войлочной ткани. Ну вот, одна секция обрешетки готова, я закрепил бруски. Главное теперь в стесненных условиях довольно точно вырезать, раскроить этот материал, потому что его у меня в притирочку, брал впритык. И если я ошибусь в раскройке, то мне не хватит на все стены. Поэтому сейчас буду внимательно вымерять и вырезать кусок войлока. К сожалению, не очень быстро все это у меня получается. И, наверное, опытные столяра скажут, что же он столько времени потратил. Можно было всю землянку уже обшить давно. Спорить не буду, но без электроинструмента и без должного опыта, к сожалению, так быстро у меня не получается. В общем, продолжаю работу. Ну и уже практически по традиции анекдот в тему. Приходит столяр устраиваться на работу. В отделе кадров у него спрашивают: опыт работы есть? Есть. С техникой безопасности знакомы? Да я эту технику безопасности как свои 3 пальца знаю. Вот так получилось прибить войлок. Лишнее я пока не обрезал, потому что еще не знаю, что будет на потолке и как оно будет стыковаться с этим войлоком, поэтому пусть пока побудет так. Ну, здесь однозначно зашьется и пойдет вот так внахлёст. Все нормально будет. Ну и здесь кусок тоже еще не отрезал, потому что брусочков там не набито. Буду продолжать чуть позже. А сейчас, пока не потемнело, я нарублю дровишек и приготовлю что-нибудь поесть. Ну а дальше буду продолжать. Наверное, в первую очередь повешу полку. Для полки я специально сюда поставил закладной брусок, чтобы к нему можно было прикрутиться. Ну вот, полочка висит, замечательно стала на свое место. Сейчас я протру пыль и буду расставлять вещи по своим местам. Я уже поужинал. На ужин ничего выдающегося не было. Это были макароны с тушенкой, поэтому я не стал занимать ваше время, показывая свою трапезу. Ну и буду стелиться и пытаться заснуть, пока эти маленькие монстры снова не начали штурмовать землянку. Еще раз прошу, кто знает хорошее действенное средство от грызунов, от мышей, напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну а завтра буду продолжать делать полочку для бачка с водой. Продолжу обкладывать камнями дымоходную трубу. Сейчас 2:30 ночи, а я начинаю
делать следующую стенку, следующий участок, оббивать войлоком. Я уже сделал полочку над раковиной. Саму раковину хорошенько отмыл. Вот еще сушу сухарики. Хлеб начинает портиться. И вот тоже сухарики. Ну а все потому, что эти серенькие пушистые существа продолжают надо мной издеваться. Как только я пытаюсь прилечь отдыхать, сразу начинается штурм по всем флангам. Хоть я и не охотник, и в принципе зверюшек люблю, но на этих бы тварей я с удовольствием бы купил лицензию на отстрел. Вот. Поэтому буду продолжать работать. А вам всем спокойной ночи. Увидимся в следующем видео. Пока.